Как и предполагалось, выход миниатюрной версии, самой популярной в нашей стране после Dendy, приставки прошел мимо отечественных магазинов. Но true коллекционерам это не помеха. Тем более отсутствие данного товара в ближайших точках продаж развязывает руки и позволяет окинуть взором мировой рынок. Доброго всем дня, с вами Cyberlinks, и по доброй традиции предыдущих выпусков о мини-консолях я расскажу о том, какой выбор есть сегодня на рынке. Если кто-то из вас видел мои ранние ролики, то, наверное, заметил, что моя цель всегда была не в том, чтобы быть первым в выдаче информации о той или иной новинке, а в том, чтобы комплексно рассказать об устройстве, вариантах поставки, об аксессуарах, о возможностях взлома и прочих факторах, которые могут всплыть в процессе подготовки материала. Надеюсь, убедительно отмазался от того, что я просто слоупок. Итак, ближе к телу нашей консоли. Уже не секрет, что на рынке выпущено 4 варианта Sega Mini. Это японская версия, азиатская версия, европейская версия и версия для США. Ну есть, конечно, к примеру, версия для Австралии, но по сути это та же европейка. Так что версий 4. Если не принимать во внимание содержимое, то внешностью все 4 варианта различаются минимально. Точнее, форм-фактор корпуса выполнен у всех идентично, как и было в полноразмерных оригиналах. Различие только в надписях, шрифтах, которыми эти надписи выполнены, цветах кнопок и вставок на корпусе. То есть американская Sega вместо Mega Drive имеет надпись на корпусе Genesis, и кроме этой особенности в остальном похожа на европейскую модель. Ну и еще цветом вставки вокруг индикатора питания отличаются и шрифтами. Геймпады в западных моделях трехкнопочные, какими и были в начале. Азиатская и японская версии вообще внешних отличий не имеют и содержат уже в комплекте 6-кнопочные геймпады. Различия имеют и упаковки. Оформление US-версии и Евро-версии немного отличается общим дизайном и рисунком, но при этом размер коробки совпадает один в один. Коробки японской и азиатской версии практически неотличимы. Азиатку выдает только надпись Asia Edition спереди и немного другой набор картинок с обложками игр сзади. По поводу набора игр подробнее расскажу позже, а сейчас лишь отмечу, что для Европы и США список традиционно одинаковый. Имеются нюансы только в локализации 3 тайтлов, ну как, к примеру, Contra стала пробатектором. Азиатская и японская версия уже имеют более существенные отличия в играх, как от западных моделей, так и от друг друга. Что касается меня, то я купил себе европейку и азиатку. Почему так? Ведь большинство наших соотечественников заказывает японку. Поясняю. При совершенно одинаковом дизайне и наличии 6-кнопочных геймпадов список игр в азиатке субъективно мне приглянулся немного больше, чем в японке. Возможность взлома и закачивания своих игр не являлась здесь приоритетом при покупке, потому рассматривался вариант из коробки, и я выбрал азиатскую версию. Но также было интересно иметь в коллекции и западную версию с классическим 3-кнопочным геймпадом. И здесь тоже сыграла роль чистая вкусовщина. При одинаковом списке игр европейки и американки именно надпись Mega Drive на самой консоли мне оказалась ближе. Оттого я и взял европейскую версию. И не надо на меня смотреть как на больного на голову маньяка. Если бы я был больной на голову, то взял бы все 4 варианта. А так я лишь немного нездоров. Of course not. По итогам у нас на разборе имеются 2 системы. Азиатская, вылитый двойник японской, и европейская, которую теоретически могли продавать у нас в стране, если это кому-либо было нужно. Кроме дизайна сразу бросается в глаза различия в размерах коробочек. Почему так получилось, выясним после распаковки. У азиатской Сеги основной язык надписи на коробке это японский, хотя встречаются тексты на корейском. Европейскую Сегу я купил на немецком Амазоне, и поэтому сбоку мы видим предупреждение на немецком языке. В остальном для всей Европы, включая Великобританию, дизайн коробки одинаковый. Что ж, приступим к распаковке. Начнем с азиатской версии. Несмотря на большую распространенность в наших краях второй модели, Sega Mega Drive 2, лишился я в свое время 16-битной девственности именно на такой первой ревизии.
так что режим включенной ностальгии у меня сработал по полной программе. Ну, разве геймпады в то время были еще трехкнопочные? Здесь в коробке мы видим надежно запакованную тушку самой консоли, два шестикнопочных геймпада, два кабеля, это USB и HDMI, и инструкцию. Как водится, адаптер питания опять не завезли. Но, понятное дело, это не проблема, питать можно хоть от телевизора, хоть от любого зарядника, с выходом 5 вольт и 1 или более ампер. Между прочим, в комплекте с Genesis Mini адаптер питания есть. Причина такой адаптерной дискриминации мне непонятна. Провода от геймпадов, если это кому интересно, реально длинные, почти 2 метра. Для меня это не так актуально, так как я наоборот использую для всех мини-консолей длинные HDMI и USB кабели и располагаю приставку рядом с собой на журнальном столике. Но многие в свое время жаловались на длину проводов контроллеров NES Mini, и Sega это учла в своей модели. По качеству исполнения геймпады выше всяких похвал и отличаются от своих предшественников 90-х годов только разве что USB разъемом на конце. Никакие экзотические коннекторы Sega изобретать не стала, что вполне логично. Из литературы мы видим отдельным листком гарантийный талон и инструкцию. Инструкция написана на английском и различных азиатских языках. Все изображено с картинками и по делу. Сама тушка консоли выглядит точь-в-точь, как я ее в свое время и запомнил, только в меньшем масштабе. В отличие от NES и SNES Mini, шторки слота здесь открываются. Зачем это сделано, расскажу чуть позже. Также двигается, нажимается и открывается все, что двигалось, нажималось или открывалось у полноразмерной версии. Единственный разъем для наушников здесь имеет только условные обозначения, без физического отверстия. Кстати, заказывал я данную консоль в магазине Play Asia. Теперь смотрим, что имеется внутри коробки с европейской Mega Drive Mini. А набор там в целом такой же. Только геймпады соответствуют образу первых трехкнопочных геймпадов для Mega Drive, и они в свою очередь крупнее своих шестикнопочных последователей. Отсюда и разница в длине коробок между западными и восточными версиями. Банально, трехкнопочные геймпады занимают больше места. Кроме отличий в контроллерах, в остальном мы имеем такой же набор из самой консоли, кабелей, инструкций и опять без зарядника в комплекте. Провода у контроллеров такие же длинные, как и у шестикнопочников. Инструкция содержит английский, немецкий, французский, итальянский, испанский. Русского по понятным причинам нет. Информацию о гарантии включили в конец буклета, а не вынесли на отдельный лист, как взятки. Сама консоль слегка отличается своим лицевым оформлением от азиатской версии, и только из-за ностальгических чувств мне азиатский стиль надписей и расцветок кажется красивее, но это сугубо мое имхо. Если бы мне попало в 90-е руки Genesis, я уверен, что сейчас бы я купил именно ее. А так вот вам сравнительный вид исполнения Mega Drive для Азии и Европы. Что вам ближе, то и выбирайте. Про игры разговор еще будет, а пока смотрим на внешний вид. Как я упомянул ранее, все, что двигалось или открывалось в старшей модели, двигается и здесь. Если кнопки Power и Reset, как и у Nintendo Mini, являются вполне функциональными, то регулятор звука имеет чисто декоративную функцию. Но несмотря на это, двигается он с приятным усилием, как это и было в оригинале.
Открывающиеся шторки отсека для картриджа и снимающаяся крышка слота расширения, кроме вау-эффекта, несут вполне определенную функцию, а именно устанавливать мини-картриджи и подсоединять мини-расширения. Об этом далее. А пока еще капельку сравнений. К слову о геймпадах. Разъем USB в приставке развязывает нам руки для экспериментов. И если у вас западная мини-консоль, а играть на шестикнопочном сеговском геймпаде очень хочется, то почему бы не взять прекрасную альтернативу в виде официально одобренного Сегой геймпада от компании Retrobit. Да, он слегка больше стандартного шестикнопочного контроллера, но увеличение в размере сделано исключительно для удобства. И на своем ПК в сеговские игры через эмулятор я играю только с помощью него. К Sega Mini он также подходит без проблем, проверено лично мной, так что рекомендую, если что. Также Retrobit выпускает шестикнопочные геймпады, повторяющие оригинал один в один, ну конечно без дополнительных шрифтов. Если хотите аутентичности, берите такой вариант. А сейчас речь пойдет о том, что выходило только в Японии и что полностью разошлось по предзаказам еще до официального релиза. И сейчас это можно найти только на интернет-аукционах. Речь, конечно, о Mega Drive Tower Mini. Этот набор добавляет к вашей мини-системе два модуля Sega 32X и Sega Mega CD, а также классический картридж с игрой Sonic и другой, более необычный картридж с игрой Sonic Knuckles. С историей появления этого второго нестандартного картриджа я рекомендую ознакомиться на канале Russian Geek в рубрике Extra Life. Там Коля все подробно рассказал, а я с такими подробностями воздержусь, так как это длинная история. Все предметы в этом наборе уменьшены таким образом, чтобы соответствовать размерам мини-консолей, и кроме декоративных функций больше ничего в себе не несут. Но зато с каким пристрастием к деталям все это выполнено. Очень порадовал плакат с чертежной схемой самого Мегадрайва, а также немаленькая такая инструкция с чертежами вариантов приставок и девайсов для нее. Выглядит эпично. В конце даже имеются ноты, возможно, от заглавной темы Соника, но это не точно. Если кто знает, что за мелодия, напишите. А теперь соберем всю конструкцию вместе.
Понятное дело, что картриджи с Соником для обычной 16-битной Сеги смотрятся излишне в 32-битном расширении. И тем более странно вставлять первую часть игры про синего ежа в картридж с игрой Sonic and Knuckles. Но набор из Tower Mini был задуман именно так, и визуально смотрится все очень даже интересно. Вам также никто не запрещает комбинировать элементы системы так, как вы посчитаете нужным, и любоваться результатом. Заметьте, надстройки я монтировал к азиатской версии, как и было задумано изначально, но все также можно установить и подсоединить к европейке. Почти все. Картридж от первого Соника не подходит по своим размерам. Срабатывает так называемый региональный физический ключ. Но если его установить сначала в картридж с игрой Sonic & Knuckles, то последний уже свободно помещается в европейскую систему. Вот такая вот особенность. Ну и о последнем сюрпризе от создателей этого комплекта многие из вас, конечно, уже знают. Если разобрать корпус Mega CD, то внутри обнаружится картонная вставка, имитирующая внутреннюю начинку. Потрясающая забота о дотошных фанатах. Есть еще один набор для любителей ретро в миниатюре. И речь, конечно, о сете из 22 мини-картриджей из части игр, что вшиты в приставку. Вся эта красота помещается в специальную рамку, которая идет в комплекте. Сколько стоил сет на старте, я даже не знаю, ибо предзаказ на это добро пропустил, да и был он предоставлен лимитированным тиражом, опять же только для Японии. Сейчас эти мини-картриджи на eBay стоят каких-то неадекватных денег. Потому в тему сегодняшнего выпуска о мини-консолях от Sega я хочу предложить вам посмотреть на другой интересный набор, тоже прямиком из Японии, но сделаю я это после того, как закончу разбор главных героев нашей темы. Не переключайтесь. Итак, наконец о самих играх. На всех консолях список состоит из 42 игр. Как я говорил ранее, для Европы и США они практически одинаковы. Различаются только 3 из них названиями и вариантами исполнения для европейского региона. Таких как Beyond Oasis в Европе The Story of Thor Successor of the Light, Castlevania Bloodlines в Европе Castlevania The New Generation, Contra Hard Corps в Европе традиционно Probotector. И еще 2 игры это настоящие эксклюзивы для мини-консоли. Это Darius, порт аркадного скролл-шутера Darius, созданный эксклюзивно для Sega Mega Drive Mini, и Tetris, созданную еще в 1988 году, версию для Mega Drive так и не пустили в продажу из-за проблем с правами. Для самой Японии подборка тайтлов выглядит следующим образом. Вообще для подробного изучения всех игр лучше зайти на вики и изучить сравнительный список. Как видно из этого списка, в моей азиатке закачана 3-я версия набора игр, созданного для остального азиатского рынка, исключая саму Японию. И здесь опять 42 игры. По наполнению список ближе к японской версии, но встречаются и 4 своих эксклюзивных игры, не представленных ни в одной другой консоли. Это Alien Soldier, Outrun 2019, Shining Force 2, Sword of Velmerion. Но на азиатке из знаковых игр нету Street Fighter 2, так что имейте это в виду. Меню для всех систем универсальное. На старте вы можете выбрать нужный вам язык, список языков одинаков и состоит из 8. И уже в зависимости от выбранного языка консоль будет отображать вид титульного меню с играми. Интересно то, что если на азиатской версии консоли выбрать английский язык, то почти все тайтлы будут идти под маркой Genesis. А если выбрать любой другой европейский язык, кроме английского,
то на азиатке отобразится меню под эмблемой Mega Drive. Кроме текста в меню управления, которое тоже изменится с выбранным языком, на основном экране почти все игровые тайтлы останутся на английском. Я сказал почти, потому что, например, на французском языке меню игра The Story of Thor имеет французский перевод как обложки, так и самой игры. И это только то, что я сам случайно заметил. Наверное, есть и другие переведенные на разные европейские языки игры. Если же выбрать любой азиатский язык, то игровое меню и картинки с играми полностью видоизменяются под японские наименования. Таким образом, выбирая английский, мы получаем не только новые заставочные картинки, но и ромы из американского региона. Выбирая любой другой европейский язык, мы получаем ромы европейского региона, делая из той же контры проботектора или наоборот. А если выбрать японский, китайский или корейский, то появится возможность играть в японские версии игр. Если версия игры в свое время на английский не переводилась, то во всех случаях используется только японский ром. Конечно, в результате переключения регионов количество игр не меняется. То есть, переключив свою азиатку на европейские ромы или на американские, у нас будет выбор только из тех 42 игр, которые были предназначены для азиатской версии изначально. Но масштаб замороченности разработчиков вы поняли. Если взять европейскую Mega Drive, то здесь ситуация немного иная. Меню и игры для США просто не завезли. Выбирая любой европейский язык, включая английский, мы имеем меню только в стиле Mega Drive. И переключить его на Genesis возможности нет. Но, выбирая любой из азиатских языков, мы получаем уже японские версии игр с соответствующим меню. Да, в любом варианте игрового меню можно отображать виртуальные коробки с играми их корешком к зрителю, нажав кнопку B на геймпаде. Настройки в консоли простейшие. В первом пункте, пройдя по QR-коду или забив ссылку вручную, мы попадаем на страничку со всеми играми, содержащимися в консоли, где можно прочитать их описание, а что еще более круто, скачать полный мануал. Вторым пунктом идет выбор языка. Великий и могучий не завезли. Третий пункт предлагает оставить оригинальное соотношение сторон или сделать из всех персонажей коренастых гномов. Четвертый пункт дает на выбор 3 фона, которые отображаются по бокам картинки при оригинальном соотношении экрана. Это рисунок с колонками по бокам, какие-то квадратики и черное ничто. В пятом пункте мы можем прочитать имена тех хороших людей, что создали эту консоль для нас. А в шестом посмотреть лицензионное соглашение по используемому ПО. Седьмым пунктом можно просто скинуть систему к заводским настройкам. По ходу игры из функциональных клавиш нам интересны только ресет на корпусе и мод на геймпаде, если он у вас шестикнопочный. На трехкнопочном такой клавиши нет. Эти кнопки вызывают одну функцию, а именно дополнительное меню с возможностью сохранения, загрузки, а также выхода в корневое меню или рестарта игры. Интересная вещь, что одни и те же сохранения подходят для разных версий игр. Если вы, допустим, сохранились на уровне в американской Street of Rage 2, то можете продолжить с того же места, играя в японскую версию Bare Knuckle 2. Сам процесс эмулирования вопросов не вызывает. Все играется так, как и должно играться. В самой системе внутренний накопитель имеет 512 мегабайт памяти, что могло бы позволить разместить гораздо больше игр. Но мы люди взрослые и понимаем, что вопрос правообладания не позволяет загрузить все хитовые игры на консоль. Для тех людей, кто любит все же допиливать библиотеку игр на таких вот мини-консолях под себя, хорошие новости. Вспомним, что для мини-консолей от Nintendo лидерство по взлому держала утилита Hakchi, и поскольку архитектура консоли от Sega в целом похожа на своих конкурентов, хотя какие конкуренты, Sonic и Mario уже давно бухают вместе. В общем, в Hakchi внесли поддержку Sega Mega Drive и Sega Genesis.
Но тут на горизонте появился новый проект, который сейчас смело можно назвать лидером в сфере расширения функционала Sega Mini, и называется он Project Lunar. Эта утилита была полностью завершена как раз к самому концу 2019 года. Разработчики обещают и далее выпускать свежие ревизии и допиливать свое детище. Забивайте в поисковике Project Lunar, и вы найдете страничку команды разработчиков с последними версиями и подробным туториалом. А теперь, наконец-то, то, о чем я интриговал с середины ролика. Речь пойдет о гасипонах. Не путать с покемонами. Гасипоны – это японские игрушки из специальных автоматов. За небольшую сумму денег можно рандомно вытащить себе прикольный сувенир на определенную тематику. И какая была моя радость, когда я узнал, что среди таких тематик есть наборы с ретро-консолями. Посему представляю вам на обозрение полный сет на тему консоли Sega Mega Drive. Все это добро извлекалось мною не напрямую из автоматов, а было куплено уже в полнокомплектном сете на eBay. Всего в комплекте шло 4 приставки с аксессуарами. Вообще изначально все они еще помещены в пластиковые контейнеры, но для уменьшения объема отправления продавец оставил только пакетики. Честно говоря, мне даже трудно передать словами, как я был поражен качеству изготовления этих миниатюр, поскольку такой дотошности к деталям я не ожидал. Да, на превьюшках я видел и понимал, что именно собираюсь приобрести, но когда держишь все это в своих руках, степень восторженности повышается в несколько раз. И понимаете, самое главное, обычно гасипоны стоят в Японии несколько сотен йен, то есть совсем недорого, и при этом мы получаем такое качество. Где подвох? Понятное дело, полные комплекты, да еще и на eBay, стоят уже других денег. Ну тут, наверное, выгоднее искать такие вещи напрямую на японских аукционах, на том же Yahoo. Будет, на мой взгляд, дешевле. Подробнее разбирая содержимое, мы имеем первую Mega Drive с двумя классическими трехкнопочными геймпадами, которые, между прочим, отсоединяются, и два картриджа с играми Sonic и Golden Axe. Все наклейки на приставку и на картриджи надо клеить самому. Это еще то упражнение на ловкость. После придания картриджам игрового вида можно подключить геймпады и установить игру в консоль. И пригласить дюймовочку и человека-муравья на микрострим. Во второй упаковке у нас классический башенный набор из Mega CD и 32X. Все то же, что мы видели раньше, только уменьшенное в разы. Хотя, погодите, ни хрена не все то же. Здесь таки в расширении 32X вставляется правильный 32-битный картридж с игрой Space Harrier.
И более того, в Mega CD можно вставить диск. Круто же! Третья упаковка содержит Sega Mega Drive 2 и игры к нему. Тайваньский клон данной ревизии до сих пор живет у меня в кладовой. Святой Будда, какая же мимимишность. Четвертый гасипон — это Mega CD 2, расширение для Mega Drive 2. Конечно же, CD-привод открывается, и мы можем поместить игру внутрь. И в этом гасипоне, кроме всего прочего, также присутствует картридж Sonic and Knuckles и, самое главное, картридж с игрой Sonic 3, который должен составлять с Sonic and Knuckles единую комбинацию. Все по фэншую. В общем, если сказать, что я был в восторге от этих наборов, то это ничего не сказать. Тематические гасипоны по приставкам так впечатлили меня, что я заказал себе еще комплект, но уже на другую систему. Если вам вдруг стала интересна эта тема про мини, микро, нано консоли, то пишите в комментариях, я тогда обязательно запилю еще видео. На этом позвольте откланяться. Если видео вам понравилось, то поставьте лайк. Вам не сложно, а доброе слово и кошке приятно. Также подписывайтесь. Меня все еще зовут Cyberlinks. До новых встреч на канале про хобби.